Чао, куколки, я очень рад, что мы вместе наконец-то распакуем невероятную, самую магическую и красивую Лину! Как вы знаете, я эту куколку очень давно ждал, поэтому мы обязательно сделаем самое лучшее преображение на моем канале, добавив несколько деталей в ее образ, и я хочу сделать супер-мега крутую прическу, ну и надеюсь, в принципе, получится просто магически красиво, ну и, конечно же, я, как всегда, расскажу вам все интересные факты и модные отсылки в образе этой куколки, поэтому давайте начнем с коробки. Бестис, но мне, честно, не хотелось ее открывать, потому что коробка магически красивая, со всеми этими бабочками, в принципе, дизайн реально восхитительный. Также имеется надпись, что это переосмысление коллекции Fashion Pixies, и поэтому, как в Slumber Party, есть тематическая ручка в форме крыльев бабочки. Единственное, жаль, что вместе с куклой не идет постера такой же красоты, как и арт сзади коробки. Кроме этого, у нас спрашивают, верим ли мы в Пикси, потому что современные Пикси верят в фантастическую моду, они делятся волшебством и расправляют свои крылья. Что ж, я думаю, что этой куколке мы должны сделать невероятное преображение, поэтому давайте ее наконец распакуем. ASMR Unboxing. Вау. Что за фигня с ее волосами? Почему они такие мягкие, шелковистые и идеально сразу из коробки? Что это такое? Вау, обалдеть. Я ее не мыл. Это просто, я не знаю, что это за магия. В комплекте у нас были крылышки, я их отцепил, потому что их можно надеть как колечко. В комплекте есть специальное кольцо, и вот так вот его можно надеть. То есть здесь усики бабочки, крылья и такой красивый градиент алого в лиловый такой, да? Вот. Ну и что насчет образа, это просто я не знаю. Эта Лина реально кукла такая, какой я представлял ее в детстве, что в будущем будут вот такие невероятные лица, проработанные образы. Ой, я забыл снять обувь. Так, ух ты. Так, да, у Bratz, как всегда, снимается обувь, если вы не знали. Так что, да, необычно, что у них еще вот такая дополнительная защита. Они на промо-фотографиях выглядели очень яркими, но в жизни они идеально подходят под всю ее цветовую гамму. Юбочка поверх штанов, что было у всех кукол первого выпуска, там у всех поверх джинс были юбочки. Мне это очень сильно напоминает коллекцию Midnight Dance, и надеюсь, ее когда-нибудь тоже перевыпустят, но, ребята, волосы, ё-моё. Молд у куколки, кстати, не увеличенный. Знаете, раз волосы такие идеальные, я думаю, что в этот раз мы все сделаем наоборот. Мы сначала поработаем над ее образом, ну а волосы мы оставим на самое вкусное. Итак, давайте перейдем к моему мудборду, потому что я очень подготовился, и там я все прописал, что мы будем делать с этой куклой. Итак, что насчет мудборда? То я, конечно же, все продумал. В центре, конечно же, находится Лина, которую мы и будем сегодня немножечко преобразовывать. Но начнем мы с интересных фактов, а именно с прототипов. Потому что изначально у всех девочек были более детализированные образы. У Хлои и Ясмин чуть-чуть другие прически. У Джейд, кстати, были розовые гетры и заколка на волосах. У Лины, если вы видите на этой маленькой картинке, планировался чокер. В общем, из всего этого я думаю, что мы повторим прическу Хлои и также сделаем чокер, который и так должен был
быть у Лины. Тут у меня также красуется Ариана Гранде в ее Fairy Area. Я думаю, что вы все заметили, что тема фей и какой-то магии достаточно долгое время была популярна в сети, и мне кажется, все еще, в общем, мы убегаем от реальности. Ну, вот так вот, что поделать. Теперь перенесемся в правую часть моего мудборда. Это то, откуда я брал идеи, и, конечно же, я должен отметить, что все промофото Bratz, которые были сделаны Лоли Вордом, невероятно магические, прямо ощущается эта эссенция волшебства, смотря на них. Кроме этого, я бы сразу хотел отметить, и это, скажем так, еще один интересный факт, что крылья всех кукол из этой коллекции словно расплавленный пластик, и такие аксессуары выполнял Melted Potato. Также у меня здесь несколько скриншотов разных авторов, мне очень понравились их рестайлы, в общем, что-то мы из этого возьмем точно. Ну и самая главная модная отсылка, на мой взгляд, это все коллекции Симона Роше. Честно, я не знаю. Я штрудировал интернет и нашел коллекции этого модного дома. И, в общем, я однозначно вижу вот эту эстетику кокет-кора, фейри-кора. И, в общем, тут у меня пример того, что, мне кажется, носила бы сама Лина. Besties, нам понадобится очень много всего, но будем потихонечку реализовывать мысли в реальность. Вот, начнем мы с юбки, а точнее подклада под нее. Я заказывал на AliExpress вот такой вот материал, ленту. Я оставлю ссылочку. В принципе, мне нравится оттенок, он более вишневый. Я думал, я угадал с ним, но нет. Чуть-чуть ошибся, и, к сожалению, он немного рассыпается. Этот материал я просто пришил на передней части к джинсам, то есть не к самой юбке, а к джинсам. Там все равно не видно, поэтому ничего страшного. Кроме этого, я решил добавить красивую цепочку. Она легко разрезается ножницами, но будьте все равно осторожны. Ну и, конечно же, тему с бабочками мы не можем закончить, если не добавить бабочек в образ этой куклы. Я не знаю, почему дизайнеры не совсем продумали этот момент, что Пикси не имеет почти никаких магических элементов в своем образе. Поэтому мы добавим черные бабочки из такой самоклеющейся черной блестящей бумаги. Стоит мне их оставлять или нет, но, в общем, посмотрим. Может быть, вы подскажете мне, какой материал лучше здесь использовать, потому что эта бумага просто отклеивалась. Далее, как вы помните, по мудборду один рестайл меня очень вдохновил добавить вот такие вот перчатки. В общем, это было очень тоже сложно. Сетка была достаточно большая, из-за чего было сложно все сшить, но тем не менее, прямо на руке я просто с ниточками так прошелся с иголочкой, и в общем вот такой вот результат. Ну и в конце я добавил чокер, который я решил потом поменять на более подходящий. Ну и я был бы не я, если бы снова еще что-нибудь не придумал. Я посмотрел, сколько материала у меня осталось, и понял, что нужно добавить еще второй слой на штаны, а точнее под него. В общем, я уменьшил ширину и, собственно, пришивал все к краю, как это называть, слоя. В общем, вы поняли. Первое, не делайте слишком большие отступы, потому что иначе у вас все будет просто отслаиваться. А во-вторых, если вы, например, все пришиваете черной ниткой, то пришивайте не по красной оборке, а чуть выше, где, собственно, черный материал, чтобы ниток было не видно. Вот. Ну, я все, собственно, экспериментировал, поэтому некоторые части чуть получше других. Вот. Ну и из оставшегося материала, а именно отрезов, я дополнил образ куклы, поменяв ей чокер, поменяв ей чокер, как я и говорил, и вернув бабочку на него. Ну и также на перчатки я добавил эту оборочку также, чтобы все смотрелось завершенным. Какая Bratz может называть себя Bratz, если ее обувь не такая красивая, какая должна быть? Давайте вернем справедливость и покрасим розы, конечно же, в черный. Я использовал акриловые краски, они очень быстро сохнут и не размазываются, хотя надо было быть очень аккуратным. И чтобы закрепить краску, я использовал акриловый лак. Ну и, конечно же, поверх добавил чуть-чуть пыльцы феи под названием блестки. Так, наконец-то мы переходим к самому главному, а именно укладке куклы. И здесь я вам просто рекомендую использовать горячую, теплую воду. Не кипяток, можно просто помыть водой без мыла, без кондиционера, ведь после этого остается осадок и волосы даже портятся, поэтому, да, бедная Лина проходит водные процедуры горячей водой. Вот, как-то так.
Ну и теперь мы возвращаемся к мудборду, а точнее к части про укладку и прическу. Как я говорил про Лоли Ворда, это российский автор, который выполняет очень много работ для Bratz, и он создавал лица для множества коллекций Bratz, и это правда, это все его работы, и эта коллекция не исключение. Кроме этого, Лоли Ворд постил другие свои работы, связанные с феями, свое собственное переосмысление Fashion Pixies, и мне безумно понравилось то, как он уложил всем куколкам волосы. Мы повторим вот эту необычную челку. Также мне бы очень хотелось сделать кучу бигуди, как у куколки справа. В общем, это мой мудборд, и я надеюсь, что вам понравился такой формат. Я думаю, что в следующих обзорах я буду делать что-то подобное, чтобы вы хотя бы понимали, чем я вдохновлялся и что именно я делаю, потому что иногда объяснить намного сложнее, чем просто показать вам исходный материал. Поэтому для вас я оставлю ссылочку в описании на сайт, где я создавал этот мудборд. Это такая рекомендация от меня, потому что сайт мне очень-очень понравился. Ну что, куколки, давайте разберемся с волосами этой Лины, и я снова отмечу, что они просто волшебные. После мытья они стали еще лучше и более мягкими, податливыми. Мне, конечно же, пришлось переделать всю прическу заново, все заплетать, потому что я решил добавить 2 высоких хвоста спереди, как это было у Лины 2007 года выпуска, если я не ошибаюсь. В общем, пишите, перебор ли это, мне в какой-то степени кажется, что да, но я решил все равно все оставить так, потому что это было очень сложно. Потом передние пряди я решил заплести заново, как это было все изначально, и засунуть их в резинку хвоста, чтобы все закрепить. И да, я это переделал 100 тысяч миллионов раз, потому что, да, я пытался сделать все идеально, но это слишком сложно. А передние пряди я оставил для бигуди, и самый лучший способ сделать это использовать трубочки или палочки. Вот, я использовал палочки от коврика для суши. Да, обещаю, они чистые, не жирные, я никогда их и не использовал, но зато они идеально подошли для бигуди. Я потом все закрепил с помощью скрепок, и вот такой вот результат получился, и да, я это тоже 100 раз переделывал. Ну и смочив куклу в воде, я оставил ее высыхать. Но вы уже видите, как я пытаюсь сделать ту самую челку, волну. В общем, надо было использовать не лак для волос, а гель для укладки волос. Я слышал, что вот такой используют очень много кукольников и коллекционеров, поэтому советую вам приобрести, хотя он дорогой. Ну а я своими пальчиками пытался все сделать самостоятельно, без нужных средств. И мне потом пришлось вытирать лицо куклы от лака быстренько, пока все не засохло, с помощью салфетки, пропитанной горячей водой. И я снова все смочил и оставил эту прекрасную Лину с кучей бигуди высыхать на ночь, потому что лучше оставлять ее просто с водой, чем покрывать кучей лака, и все это потом будет липким, и палочки будет очень сложно снять после высыхания. Я решил добавить больше румянца с помощью карандаша, я его просто натер, и с помощью сухой салфетки я нанес на щечки куколки, и она прямо стала такой милашкой-няшкой. Ну что, ребята, сейчас будет самый крутой момент за все видео, а именно результат всех наших трудов по заплетанию бигуди, по прическе, по образу. В общем, все, что мы делали, наконец-то воплотилось в эту прекрасную Лину, которую мы вместе с вами преобразили в этом видео. И думаю, вы уже были шокированы, что я снова что-то отрезаю. Да, я просто забыл, что в начале видео мы хотели сделать хохолок, как у Хлои. Вот, и мне кажется, получилось просто магически прекрасно. И давайте наконец посмотрим на результат в целом. Вся комната в блесках, я в блесках, но мы будем считать, что это, наверное, пыльца фей, ведь Лина реально превзошла все мои ожидания. Я невероятно рад тому, какое преображение у нас получилось. И я надеюсь, Бестис, что я вас вдохновил и продемонстрировал еще парочку вариантов, как интересно обыграть образ куклы. Обязательно делитесь вашим мнением о коллекции Fashion Pixies. Я читаю все комментарии. У нас уже образовалось небольшое комьюнити, конечно же, дружелюбное. Вы у меня самые лучшие, и поэтому я буду также вас ждать в своих соцсетях, в комментариях под этим видео и также во вкладке сообщества.
Куколки, мне Лина только что сказала, что мы увидимся в следующем видео, поэтому, надеюсь, это правда, и Лина нас не обманула. Да, Лина? Я в компьютере? Что? Папка Monster High. Ее кто-то уже активировал?